Друзья, всем привет! Недавно у своего хорошего знакомого Сергея Зайкова я увидел видео, как они ездят по деревням и помогают людям. И в одном из сторис они приезжали к многодетной маме и дарили подарки ее детям. По видео, смотря на окружение, где они находятся и как выглядят дети, я понял, что эта семья живет очень скромно. А глаза этих детей, когда им дарили подарки, светились от радости и благодарности этим людям. На весенних детских елках чудеса блестят в иголках, и под елкой в Новый год каждый что-нибудь найдет. Надо лишь заранее загадать желание. Молодец. Не стесняешься. Так, Люба, вот тебе. Спасибо. Что надо сказать? Спасибо большое. Так, а пацан, ему конструктор Лего, да? Пусть радость и удача стучится в каждый дом, будет должна иначе в году, который ждем. Мне захотелось лично познакомиться с этой семьей, порадовать их, узнать их историю и, возможно, чем-то помочь. Ведь зачастую, по примеру наших историй, например, многодетного отца Петра, Кристины и многих других, этим семьям из накопившихся проблем и их тяжелого прошлого, которое их держит, таким людям не хватает небольшого толчка, где-то мотивации и нужных людей рядом, которые помогут им из этого выбраться и направить их в нужное русло. Каждый человек заслуживает второго шанса. В общем, не буду затягивать, вы и так все сами понимаете. Прямо сейчас мы отправляемся знакомиться с этой семьей. Мы вам всем желаем приятного просмотра. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши с вами инстаграмы. И прямо сейчас мы начинаем. Единственное, что мы знаем, что маму зовут Елена, у нее 5 детей. 3 девочки и 2 сына. И вот как они здесь в таком небольшом доме уживаются, это, конечно, прям большим вопросом. Первое знакомство всегда волнительно, как оно пройдет. Здрасте! Меня Игорь зовут. Вам тортик небольшой. Да, с нами. Вы не против, мы для своего влога поснимаем? Заходите. Да? А вы, получается, этот дом... Ой, ветки. На материнский капитал взяли? Нет, это дом моих свекров. У меня дома нет. А, нету? Взяли еще подарков. Но чуть попозже их занесем. Сейчас с ребятишками познакомимся. Сейчас мы разденемся. Пойдем. Здрасте. Тут у вас кто-то работает? Это мой брат чинит устройство. То есть обращаются прям это? Ну да, бывает звонят, бывает приходят. Привет! Очень приятно. Как ваши дела? Нормально. Нормально? Чем занимаетесь? Уроки сделали? Да. А это младшенький, да? А ты что спрятался? Он стесняется. Стесняешься? У кого какие оценки? Ой, Рассказывайте. по-разному. А какой любимый предмет у вас? Русский. Пение у тебя? Перемена. А, перемена? А у тебя какой самый любимый? А он не ходит в школу. А, ему 6, да? Да, ему 6. Он в этом году уже идет первый класс. А в садик сейчас ходит или на дому? Нет, дома сидит. Кого как зовут? Меня Игорь зовут. Маша. Маша, Люба. Люба, Саша. Саша, Юля. Юля. А тебя как? Кирилл. У вас, получается, здесь всего 2 комнаты, Да. да? А у вас мужа нету? У меня муж есть, но он в городе. Он в магазине работает охранником. Он там живет, снимает квартиру. Раз в 2 месяца приезжает. Ничего Так себе. постоянно там. 2 месяца отработает, сколько отдыхает потом? Ну, по-разному. Бывает день, бывает 2. И все, и опять Так уезжает. постоянно на работе. То есть практически не вы, даже ребятишки не видятся. О. Мало платит. А вам не холодно? Я тут стою, у меня ноги уже У промерзли. нас пол холодный, потому что у нас сам весь дом, он в дырках. А вы тут прям сколько вы живете уже? Ой, уже много лет. До того, как сойтись с мужем, я жила у бабушки своей. А отапливаетесь вы дровами? Нет, углем. Угу. Такая вот у нас печка. Вот это все дерево, вот это все кирпич идет так вот и в ту сторону. Ну вот здесь тепло, а как оно греет остальной дом-то? Там духовка, с той стороны полностью вся стена, это... Это печка. их комната. Да, это Да, вся это вся печка. Она печка. от нее греет. Да, она Да. от нее И идет. вы вот это все переделывали? Я вот это вот все перебирал, все нижнее. Видите уже что случилось? А давно перебирали? В
прошлом году. И вот, по-моему, ну, из-за того, весной. что дом гуляет, Весной. оно все Да. И оно потрескивает. постоянно, даже вот это все было заделано, и оно вот трескается, он ее не выдержит. Матка, вот видите, давит Мгм. на ее выдавливает. Это все тоже было и для камина, а он прочный, но он не должен был лопаться. И он Мгм. лопается все равно, он не выдержит нагрузку. Это целая крыша держится на этом. А у вас то здесь вы и готовите, и здесь же, ну, А. такой импровизированный туалет у вас. А Плитка уличного там нету готова. туалета? Личного нету, да. Хотя А вот здесь вот и дыры, щели. это здесь у него Здесь сетка бачок стоял водяной. Да. Вот. Здесь же трубы А убрали большие почему? А были. потому что он проржавел, во-первых, а во-вторых, он испаряется, вода. Сюда шла Мгм. труба, Мгм. он испаряется, и это все пар. Мгм. Из-за этого он все это высыпало. Ну все, здесь уже шаг делаешь, уже полхолодный. Да. Вот я там снизу что где-то мог, там местами запенил, но это такое себе. О, офигеть. И тут подложили, да, чтобы не Ну дуло. да, чтобы сильно там не было. Блин, столько теплопотерь, конечно. Ну. Ужас. Ну, оно даже видно по полу, что оно скат идет, потому что фундамент засел. Мгм. Так Вот, все а, прям чистенько. Разбирается вот оно. Он говорит, Здесь ну, вся минимум посуда 3-4 чистая. домкрата и много цемента. Вы просто, ну, по возможности, что можете, как бы, ну, делать, вы делаете, исходя из Конечно. ваших возможностей. По разным там семьям ходим, где-то там люди Ну, не в ТикТоке ухаживают, не видели тоже, следят, там люди ходят еще тоже, что-то. А у вас вот прям все помогают. чистенько, аккуратненько, прям молодцы. Ну, вообще стараемся, а во-вторых, я вообще хотел пойти купить вафли, чай вам угостить, как бы. А мы ну, тортик привезли. Ну, а мы вот тоже хотели вас чем-то угостить, как бы, ну, люди тоже должны это, Спасибо. как бы, это. Тут мы обдернули только из одного причины, по одной причине, что я хотел. Вот тут сюда- что-то начали Это я- подготавливать. Это да, сюда вот так ДСП если уложить и прикручивать к стене, ну, то получается, можно будет обои приклеить, и будет тут. Но здесь, если обшивать, то полностью надо. Да, конечно, не только в одном месте, вот Мгм. вокруг. Единственное, что у нас осталась проводка, она так старая, сейчас Мгм. если ее отрывать, она в любом случае где-то глохнет. Ну. Вот надо еще проводку купить, мы собираемся, как бы, только вот электрика надо. О, тут, наверное, вообще прям жестко. Да, вот по этой причине. Счетчики, надо автоматы. Отсюда и начинать. Тут даже вон что-то какая-то от гари, как будто что-то А тут. это, да, там, когда-то он там Да, это всё менять надо. Так она бросила. Здесь прям надо, ну, новую проводку прям кидать. Ну, давно уже все это. Разводка. Это вообще, ну, А вы в этом не разбираетесь? ну, слабовато. Сложно. Ну, у меня был опыт, но не настолько. Ну да, это лучше, масштабный. конечно, чтобы профессионалы делали. Друзья, а сейчас я хотел бы поднять такую важную тему, как финансы. Мне часто пишут сообщения с различными финансовыми просьбами. Занять деньги, помочь оплатить кредит, помочь юридически вернуть деньги, которые люди отдали мошенникам и многие другие просьбы. И в 90% случаев все это связано с тем, что люди просто неправильно распоряжаются своими деньгами. Всего этого можно было бы избежать, если бы люди были финансово грамотными. Также сейчас очень многие люди мечтают создать свой капитал и жить на проценты с этого капитала. И у людей есть доступ абсолютно к любой информации, но она им никак не помогает. И я хочу вам порекомендовать посетить бесплатный мастер-класс Егора Арсланова, на котором вам расскажет четкий алгоритм, как взять свои деньги под контроль, как снизить финансовые риски и достичь своих целей в будущем. У Егора есть своя собственная школа денег и 14-летний опыт работы в инвестициях и личных финансах. 4 собственных бизнеса, один из которых уже 8 лет приносит ему пассивный доход. И также Егор вложил 2 миллиона рублей в свое собственное образование по финансам. Еще летом я рассказывал вам про курс Егора, и многие наши подписчики стали его учениками и смогли разобраться в своих финансах и инвестировать их так, чтобы получать пассивный доход. Я сам прошел курс Егора по финансовой грамотности и скажу вам, что он открыл мне глаза на многие вещи. Как правильно распоряжаться деньгами, как обеспечить себе безбедную старость и как правильно нужно инвестировать деньги. Друзья, это именно образовательная программа. Вам не нужно отдавать кому-то деньги под инвестиции, проценты или куда-то вкладывать. Егор обучает вас как раз быть внимательными к разного рода сомнительным схемам и организациям. И у него есть лицензия на ведение образовательной деятельности от государства. И я благодарен Егору за такой качественный и полезный для людей курс. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс, который вам проведет Егор в ближайшее время по ссылке в описании к этому видео. Становитесь финансово грамотными людьми и меняйте свою жизнь в лучшую сторону. Мне 33 года, а училась я в Красном Яру. Закончила я 9 классов, поступила в училище, но не доучилась, потому что сестра маленько чуть испортила
Забрала меня, да, с училища, и так что не получилось доучиться. Испортила, что имеется в виду? Там, вас в какую-то плохую компанию Да, привела? была плохой по компании. А учились на кого? На повара. Интересно было? Да, годик я отучилась и все. А потом не пробовали еще, ну, Нет. вернуться? Это мне лет 17 было. Мгм. А потом вот как дальше? Ну, как дальше. Сперва я жила у дяди. Мгм. Его сейчас нет, он умер давно. Потом жила вот с родственниками. Мгм. Они меня и познакомили. С мужем, да, вашим? Да. А у вас, получается, ну, все 5 детей от одного мужа? Да, Вы сколько лет уже вместе? 15. Ничего, можно сказать, это у вас ваша практически первая любовь, и вот вы Ну до да. сих пор вместе. Ничего себе. А где вот все это время вы там работали, чем занимались? Ну, я не работала, я подрабатывала. Сперва в магазине работала в Аленке, там раньше пельмени лепили. Мгм. Но не получилось, потому что муж попросил сидеть дома с ребятишками. Он не ребятишками. мог с ними. Вот. Это было, когда они еще маленькие были? Да, это еще когда только вот. Мгм. И мне пришлось остаться дома. Потом я старалась подрабатывать в этом лидере, там в подвале полы мыла. Ну и все, так осталась дома. А сейчас где-то работаете? Нет, я дома сижу. Сейчас же ребятишки, они все равно более-менее самостоятельные. Хотели бы вы, может быть, какую-то себе работу найти? Я хотела бы себе работу, но у Потому что у меня вас щас по время-то здоровью просто- не получается. А что у вас? У меня с позвоночником проблемы. Вот сейчас ближе к лету буду комиссию проходить. Какая-то смотреть. травма была, либо что с ним У меня случилось? травма от моего дяди. В детстве мы поругались с ним. Мгм. И он взял меня за шкирку, выронил на пол. Из-за этого у меня вот с каждым вот моим годом, каждым Мгм. моим вот этим... А вы у меня- это вам сколько лет было? Это мне лет 7-8 было. А вы обследование не делали? Нет. Ну, Может никто быть- не занимался. У меня мамы рядом не было, а папы тоже не было. Я ни маме, ни папе с самого малого детства, с самого рождения никому не нужна была. Они меня бросили. У меня был дедушка и бабушка, дядя и тетя. Всё. Они вам как дедушка с бабушкой стали как мама с Да. папой? А вам было, ну вот, обидно как-то, что Мне, вот по так сути, до получается? сих пор обидно. Так что вот. Что не сложились отношения, да, с родителями? Я вот последний раз услышала вот от мамы, что она не хотела меня рожать. Она хотела сделать мой аборт. Сколько раз находилась у бабы с дедом, я бы не сказала, что они плохо относились к своим детям. Они очень их любили, они все для них старались, все делали для них. У них не было такого, чтобы у них что-то где-то что-то не было. А вы сейчас не общаетесь? Мы общаемся Общаемся, но чисто не только это. то, что, допустим, там по надобности, Мгм. а так мы не общаемся. Ну, вы бы сами хотели бы с ними восстановить отношения, сблизиться как-то? А они хотят? Нет, она от меня ждет чисто помощи по деньгам и так. Мгм. Понимаете, обидно то, что вас... Вот у меня пример, допустим, мне годика 2, и ты понимаешь, что рядом с тобой не мама, а чужие, ну, другие люди, да, родственники, но не то, что нужно было бы ребенку. Ну, имейте в виду, что мама не проявляла свою любовь, заботу к Её вам, вообще не не воспитывала. было. Если вы сами не знаете, что, ну, вот, что такое, вот, ну, не то, что любить, что вас недолюбили в детстве, как вы это своим детям смогли передать? Ну, смотрела много роликов и сама чувствую, что это мое. Что могу, как могу, так воспитываю. Это печка, которая выходит с кухни. Да, вот это вся большая. Такая холодно же все равно. Ну вот чуть-чуть здесь греет. Ребятишки, наверное, здесь поэтому сидят, что поближе, Да, поближе любят к теплу. проще. А кто где спит? Я здесь, тут Маша. Саша. Саша здесь. Юля, а там Кирюша. Когда вот я слазю с кровати, она трясется, потому что она уже раскачанная. У Маши все Мгм. падает. Маше это не нравится. То есть вы хотите себе, чтобы у каждой была своя Мгм. кроватка? А вы вообще дружные? Да. Поддерживаете друг друга?
Да? Нет. Саша говорит, нет. Нет, мы вообще не дружим. Ну, Саша, потому что он постарше, и одному среди девочек ему тяжело, думаю, да? Очень тяжело. Ему тяжело, ему и завидно. Насчет того, что, вот, допустим, маленький сидит в телефоне, а он не может. Да. Но я не могу ему постоянно покупать и ремонтировать, и давать ему, чтобы он играл и потом ломал. Саша, а почему у тебя получается, что там телефоны ломаются у тебя? С чем связано? Есть много. игры, которые он уровни просто пройти не может. Он начинает Злиться? злиться, долбить по нему. Вот поэтому был бы А. чуть поспокойнее, я бы... Не долбишь? Так, а вы говорите, есть же ноутбук, можно же в ноутбуке Вот, мультики вот, смотреть? да, все, он рабочий, все. Ну, У меня был заказчик, и мне надо было купить, отремонтировать ноутбук. Вот, дает мне деньги, я еду в город, покупаю донора. Все, что нужно, с него снимаю и ставлю на его на ноутбук. Я говорю, а что с этим делать? Он говорит, да, забирай себе. То, что осталось, я довел до ума, кнопку нажимаешь, самого монитора нет. ну Но понятно. он как системник, он работает. Первый раз вообще такое вижу, что вот так вот это все. Ну это же сама материнка, это все внутри, Да. а остальное все сверху. Мониторчик должно быть. маленький. Надо просто монитор. Кому чем нравится заниматься? Какое у вас хобби есть? У меня рисование. А я уже сама Ты тоже рисуешь? рисовала когда-то. А почему перестала? Ну, я злюсь, и мне не нравится. Хочу до идеала сделать, а не получается. Очень долго на это время трачу. Ты перфекционистка. Любишь, чтобы все было идеально. Да. У меня вообще иногда выходит 2 часа на рисунки. Это ты какие-то эмодзи рисуешь, Да. да? Это дневник у тебя? Ну да. Угу. Ух ты. А пишешь ты тут что? Ну, как день прошел. А вроде бы хочу спать, а вроде бы не хочу. Короче, я ложусь спать. Если что, меня Маша поднимет. Спокойной ночи мне. Прикольно. Пишу, сколько времени на них потратила. Слушай, здорово. Иногда по 2 часа бывает рисунки. Круто. Я комиксы рисую, но там тетрадка у подруги. А ты рисуешь именно вот, ну, грубо говоря, там ручками, красками, фломастерами? Ну, краски я не очень люблю, я рисую ручками и фломастерами. О, утка киборг. Прикольно. Кис-кис. Прям здорово. Ну, а альбомных всяких штук у тебя нету, чтобы ты на них Нету. рисовал? А всякие вот там картины по номерам рисовали? Или либо там алмазные есть там вот всякие штуки? делала. А вот алмазная, ага. Мы вместе это делаем. Панды. Ну, прикольно. Так у тебя рисунки-то? Я не знаю, где, я просто от злости брать. А Ага. вон там Юлина картина. Потеряла что? Краски? Нет, А. Ничего себе, сколько много ты потеряла. Я из глины сейчас просто делаю. Угу. У меня такое просто тут рисовалось. Можно? Да. Не пластилин, ничего. Прикольно. Это на трудах где-то вы делаете? Нет. Нет, Кружок. на кружок ходит. У вас тут кружки даже есть? Да. А что еще есть помимо вот? Есть Вязание. восточные танцы, вязание, шитье. Не, здорово, что у вас здесь есть вот такие штуки. А оценки какие у тебя? Ну, вот редко, когда бывают 5, но в основном 3, 4. Чего тебе не хватает, чтобы, Да. допустим, там лучше учиться, оценки лучше получать? Ну, Хотение читать книжки. Мне бы очень помогло бы это. Да, я сам в школе, я особо книжки не читал. Это ко мне потом с возрастом это приходит. мне очень Улучшить. трудно понимать темы, потому что как бы учительница объясняет, я это не понимаю, я подхожу к ней, объясните мне, она отказывается объяснять это. Почему? Я не знаю, просто но что, у нее время, есть еще может быть? дополнительный класс. Ага. У нас же учителя, получается, почти на все классы разрываются, потому что мало кто хочет стать учителем. Угу. Есть какой-то предмет, может быть, который, ну, по которому ты хотел бы, не знаю, может быть, с репетитором позаниматься, там, допустим, удаленно и подтянуть свои знания? По алгебре, геометрии и по-русскому. У тебя все пока нормально? Все Она понимаешь? хорошо учится. Да? Пока в 4 классе. Да. Перейдешь в 5, это будет пипец. А ты в каком? Я в 8. Не, а если у нее сейчас все хорошо идет, у тебя и дальше будет, да? Молодец, ты Если опять. не будет лениться. А ты бы хотела по каким подтянуть То же предметам? самое. Алгебра. Хотя нет, по алгебре и по-русски. Все. По алгебре, по русскому. Геометрии там легко. Что умеете ремонтировать? Замена экрана,
ремонт материнских плат, установка Windows, если это ноутбук, замена деталей ноутбука. А бытовую какую-то технику? Тут идет 5 вольт, 7 максимум. Угу. Вот, там идет 220, я боюсь, как я туда, не. Да-да-да. Меня просто бывало, Не било током? 2 раза ударило, и больше этого как рукой снимало. Сильно? Сильно. Сами учились или где-то что-то До обучались? начала я учился. Не закончил, ну там по семейным обстоятельствам, ну, вот, и в городе. На программиста начал учиться, но не закончил. А хотели бы научиться, ну, допустим, если какой-то курс Да, с я обучением? хотел, я даже в интернете находил, но они все за 3 месяца надо оплатить, дорогие, чтобы да. и пока сложновато. И опять же, это надо ехать в город, там есть такое. Почему? Но- Есть же удаленное обучение. Вам скидывают видеоуроки, вы выполняете, отправляете, их На то проверяют. время, когда я интересовался, когда вы- еще только-только вот такие. Ну, вам было бы интересно Ну, конечно. научиться? Конечно. А много кто обращается? Ломбарды, знакомые. А это сейчас ваша основная работа? Это да, сейчас основная, но вот видите, плакат, вот, как бы договор был туда строиться, но там должен На быть- завод. Да, там пластиковые трубы, ну, Мгм. для воды, для газа, вот таких, вот по заказу. Ну вот сейчас там человек уволится и туда. Вы все равно же здесь не первый год. Почему не удавалось там печку сделать, отремонтировать, Во-первых, воду по провести? финансам, во-вторых, у меня муж ничего в последнее время не хочет. Он даже оформлять дом не хочет. Но все равно же он работает, вам с Ну, денежкой помогает. Работает, да. Понятное дело, охранникам немного зарабатывает. То есть, ну, сколько может, вам отправляет. Ну да. Из 5 у кого есть телефон? Маленький самый, в основном там мультики смотрит в ютубе, там Мгм. такое, как бы, ну чуть-чуть поиграет в Майнкрафт. Много он не играет, но он надоедает. Саши нет, потому что суть в том, что ему когда устройство давали, он все ломал. Ну, я ему давал несколько планшетов, он всех разбил. Он не бережно относится к вещам. Ну, понятно, у детей может быть, еще может не у быть, всех вот развито там да, ценить может быть, ему что-то. что-то побольше, вот ноутбук есть. А у вас кто-то еще есть, вот, кроме Николая, из братьев, сестер? А есть Андрей, это средний брат. Угу. Мы с ним не общаемся. Слушайте, ну у вас прям очень, ну, ногам прям холодно, я не знаю, Да, как, по ногам ребятишки. дует, сильно. Оно Это прям вообще всё- кошмар Допустим, взять какой-то. пол, он весь в дырках, вот, особенно У где него вы прям, стоите. у меня ноги ледяные. Ну он старый же очень Да, его сильно. в другой и- деревню привезли, он там простоял лет 50. потом Его привезли? Да, его разобрали, привезли сюда и здесь собрали опять. И здесь он еще лет 60 простоял, 70. Обалдеть. Получается, та сторона, что вот эта стенка, за этой стенкой дом туда и сюда, Мгм. а это стоит. Пусть он будет ломаться, как Титаник. Конечно, ну, трещины вон видно по всему Да, дому. да, да. Вы планируете, Я хотел ну, печку убрать и камин поставить. там, не знаю, Ну, здесь хотел. стены покрасить, что-нибудь сделать? Хотя бы просто освежить. Ну да, планировали, конечно. У вас руки не доходили? Или Нет, почему у нас не просто сделали? по финансам пока не получается. Что все на ребятишек уходит, да, у вас? У нас тоже многодетному отцу помогали, у него 3. Вот, так у него тоже все деньги абсолютно уходят на ребятишек, он старается там, чтобы, ну, он сам себя ограничивает, там, ходит там в старой курточке, в штанах, но при этом, чтобы дети более-менее жили, они вот тоже жили по возможностям. 2 комнаты они там от зала огородили, и у них, у ребятишек, у них 2-ярусная кровать была сделана из 2 половинок дивана, чтобы, ну, у ребятишек было у каждого свое спальное место. Нам напишут наши друзья, кто хорошо разбирается в предметах, либо это репетиторы, либо это сами преподаватели, и они, я думаю, будут не против вас, ну, подтянуть. Будете вы заниматься по этим предметам? Да. Представляете, вы там месяц позанимались, там никто об этом не знает, а тут хоп, вы приходите на урок и там решаете то, что или делаете то, что раньше там не могли. И как преподаватель ваш удивится, ну что, это будет, мне кажется, прям здорово. Одна говорит, я до 9, а мама устирается до последнего, будешь до 11. Какого И чтобы девятого? спора не Дарья, было, ты ему как интересно ты было. про Да, какие 11-го. экзамены мне говоришь? Я не смогу это сделать. Ты сможешь, Подожди, просто ты в себя не веришь, поэтому ты не можешь. А надо верить, и все, Прям лайк. Я же так же сдавал экзамены. девятого. Меня вообще трясло, и чё? Мне просто отец подошел и сказал, ты себя поверь. А ты в каком классе? Я в седьмом. То есть ты старшая, получается? Да. А я думал, ты старшая. Ну, она вышла. А вообще, там, целыми днями чем занимаетесь? Особо ничем. Но я в воскресенье, по сути, должна была сегодня на танцы идти. Что ты кидаешь? Ой. Из-за того, что вы приехали, я не пришла. На Восточном там воешь. 10 квадров.
А автобусов здесь не ездят? Нет. А у вас там летом велосипеды есть, там, чтобы куда-то ездить на те же? У меня есть. У меня нет, и я не катаюсь на них. А ты просто боишься, что ты упадешь? У тебя просто страх падения Я есть. боюсь, что я упаду и разобью себе коленки, потому что это будет очень больно. Прорезиненный Посмотри такой. назад. Ты что, бабушка, Кирилл? А потом ничего, потом к вам прыгнет. Да, будет носиться, бегать, прыгать. Тебя сестры не обижают? Обижают? Нет? Обижают. Обижают или нет? Нет? Обижают? Наказывают за то, что ты делаешь, не Хулиганит то, что он, да? нужно. Как вы здесь, ну, вас же 4, кто ходит в школу. Да. Как вы, где вы уроки делаете? Мы по вот на очереди, столе. я на своей кровати. А мы же в разное мне время удобней. А ты где Ну, делаешь? На столе. Иногда мы по очереди как-то она сделала, я ей там помогаю с уроками, потом она сделала, Я вечером делаю, потому что я... я говорю ей, давай я тебе помогу Мгм. с уроками, она такая, нет, давай я сама. А, ну у вас еще вот стол есть, вы еще здесь можете сесть. Ну мы Да? там Там кушаем. Не, ну и уроки можно, когда покушали, да, чтобы каждый сел там. Все равно, то есть 2 места есть под уроки. А вот там окна. Просто я... Могли заклеивали, но всё равно Ой-ой-ой, дырень такая. Мгм. Тепло? Вообще кошмар. Зирол Прям час. щели. Скажи, что вот это вот тоже мое. А лампой кто пользуется? Это моя. Ты пользуешься? Да. Что, ты Я снимаешь? тоже буду пользоваться. сток. Я Ну, тоже особо буду не часто, пользоваться. бывает просто, чтобы она подсвечивала, так интересно. Здесь снимать неудобно, место. Места мало, как бы тут Я кровать, особо тут, просто на и кровать ставлю. тут Здесь стена. ничего такого. Ну что, фон же нужен, да, Да. какой-то более-менее? Они уже себе сделали тут. Вот это вот что? Это дом написано. Дом? Многие, Это конечно, F? мерзнут. Ты ходишь, ну вот тебе не холодно, вот сейчас ты ходишь ногам? Нет, нормально. Я привыкла. Горло болит постоянно. Но у тебя горло, скорее всего, потому что ноги, может быть, постоянно в холоде, и тебе дает в горло. А тапочки теплые Давай есть ча- какие-нибудь? Ну, у нее меня какие-то нет. фиолетовые, вот они. Где второй тап? Я не знаю. Этот просто стол видео не постоянно я убираю, посуду мою. Мгм. Мы с Машкой это стараемся через день это мыть. То У есть нас не сначала получается, я, мы потом ссоримся. она предложила, давай мыть 2 через 2. Я График сделайте себе. Мы Мы его делаем, уже потом делали, но выкидываем, потом делаем. выкидываем. Я вот этот стол убираю, Мгм. подметаю, Где вот, например, ты себе ноготочки делаешь, это все. а покупаю. Это накладные? Да. Они прямо такие готовые попадаются, ты Да, где-то их там у меня подпиливаешь? ещё есть. И насколько тебе их хватает? Ой, я их долго ношу. А они дорого стоят? Нет, 99 рублей. А где ты их Фикс берешь? прайс. И там же и помаду себе покупаешь. Нет, в другом месте. Ну, у тебя много одноклассниц, кто красится также. Все? Да, А тебе сколько сейчас лет? 13. 13? Ну, в принципе, да, в твоем возрасте уже начинают красить. А тебе нравится краситься что-нибудь? Ну, во-первых, я не умею. Сколько блогеров я посмотрела, не научилась краситься. У вас косметика одна на двоих? Нет, на Не особо, тушь она у меня. Это же же красится. На тебя тоже? У тебя-то еще пока не обязательно. Она очень редко красит, только когда по Да. праздникам. Это вот тут ты уроки делаешь. Ну да. Тут удобно, постельно с единорогами, потому что я единорог. Так а как удобно? Ты даже и уроки не можешь даже сечь, чтобы, ну, тебе в потолок Так ты я не бьешься. сажусь, я ложусь. Лежа это вредно для здоровья лежать, так все делать. Я знаю, у меня позвоночник искривлен. Так он искривленный, наверное, потому что вот из-за такого образа жизни, можно Только сказать. там, получается, у нас в школе парты очень маленькие. А стулья большие. А стулья высокие. Да, нет, со здоровьем надо что-то. А у тебя спина прям болит, и ты что-то чувствуешь? Да, постоянно болит. Зарядку что-то делаешь? Нет. Нет. А надо делать, если у тебя со спиной. Попробуй только сам. Хотя бы потихонечку что-то делать. Саша, Вот. а тебе спорт нравится? Чё, спина вся? Да? Каким спортом нравится заниматься? Футболом. В школе. Футболом? Ну, это да. А на физкультуре вы там играете в баскетбол, что-нибудь там, пионербол? много всего. А на кружок ты хотел бы какой-нибудь пойти? Да, На какой? на бокс. На бокс? Слушай, это хотели с круто. подружками пойти. А у вас здесь нету таких тренировок? Должен быть. Саша на бокс хочет. А я на футбол хочу. А я на карате. Я обожаю Ага. футбол и хоккей. А какие были самые трудные времена вот в вашей жизни? Самое трудное это детство.
самое трудное. Сейчас вроде более-менее. А вот что можете такое вот вспомнить вот тяжелое из детства? Маленькая были там и голодали, не ели Было там по такое, несколько было. дней. И на улице жила, и в подъезде ночевала. Когда маленькая были? Да, и бананы замороженные ела, так что это все помню. Ну вы так еще с улыбкой это вспоминаете, это же вообще ужас. Или вам просто самой... Приходится держать себя в рамках. Или это у вас защитная реакция Да. такая, да? Много что держите в себе, и из-за того, Да. что было много обид, как бы вам тяжело Приходится. открываться. Да, приходится. Ой, сейчас чихну точно. Вот. Ой, Будь точно, здорова. видите, правду говорим. А были какие-то, может быть, раньше периоды, что там алкоголь злоупотребляли? В детстве, да, мама не стала у меня, она меня бросила. Я с 7 лет начала пить. И как раз потом в колледже с плохой компанией связались, там, наверное, тоже все это Да, было. да, это было. И до какого периода это продолжалось? До периода, пока я не Не забеременели? забеременела, да. Это было, ну, большими объемами или там По детству большие объемы. Я даже не было по барабану все. Ну, вы не видели смысл своей жизни, вас родители там, Вообще, не я вот любят. в детстве никому вообще не хотела нужно. жить. Я вот пила до последнего. Даже хотела замерзнуть на улице. Подпоследок уже все. То есть, когда вы забеременели, у вас появился смысл жизни, Да. что воспитать детей, чтобы Да. какая-то кровинка там после вас Да, осталась. больше А сейчас вообще бывают нет. периоды, что вас тянет, и либо что там Нет. бывает пьете? Может быть, чуть-чуть пива, да. Ну, И то по праздникам. Даже когда вот человек мимо тебя проходит, и он поддатый, Мгм. от него разит, все, меня тошнит. Мгм. Я не переношу. А сейчас хотели бы, ну, вот какому-то новому навыку обучиться, с которым можно было бы зарабатывать? Скорее всего, то же самое, что пыталась учиться на повара. Ну, конечно, возможно. Хотелось бы, конечно. Просто это же, ну, вы говорите, что вы любите готовить. Да, Вам я нравится люблю. что-то изучать, смотреть, Что-то там, не знаю, может быть, новенькое, кулинарные да. каналы смотреть. А у вас здесь есть какие-то вот места, где можно, если что, поваром устроиться? Есть вот это старое училище, где ты училась на повара, его снесли, Мгм. теперь это перенесли в техникум. А что такое туда? Не, ну есть, наверное, какие-то у вас Там и повары заводы, есть. еще что-то, где есть столовые, где там Есть. много поискать, в принципе, можно. Но опять же, до этого еще пока далеко, надо научиться сначала. Да. Вопрос, ну, по большей части, в желании, как бы в стремлении к этому. Ну да. Ну, понятное дело, что в вашем случае просто все финансы очень сильно упирается. Очень. Допустим, если это обучение на повара будет в Новосибирске, у вас вы сможете туда ездить? Если это проезд будет оплачиваться? Конечно. Раз-два съездить, допустим, с вами, вы запомните маршрут, там остановка, все это, ну, вам же не нужно будет там из одного места в другое. Вы доехали четко определенно, отучились, уехали. Это же не проблема. Конечно. Мы видим, что вы с нами искренни, вы рассказываете про свои трудные времена, что и с алкоголем были проблемы, и ребятишки у вас прекрасные. Ну, нам хочется вам помочь, просто будем по возможности что-то, что в наших силах по поводу учебы мы поможем вам. Вам большое спасибо, что нас пустили, рассказали, Спасибо, что приехали. поделились своей жизнью. Это на самом деле очень ценно, что вы не скрываете что-то. Мы это очень ценим, когда люди искренне с нами. Это, это дорогого стоит, особенно поделиться какими-то такими моментами, может быть, с кем вы там практически не делитесь. Мы вам поможем, какой-то толчок, я думаю, точно дадим в этом плане. А сейчас, я думаю, будет самая за все время веселая нота. Мы пойдем в машину. Сейчас придем. А мы тогда чай сделаем. Давайте. Сладости часто им покупаете что-нибудь? Очень. Очень часто. Да? Вот Каждый сладкого день, да через день. постоянно. Они у меня, вот особенно маленькие, у меня без сладкого вообще не может. А вы сами в детстве много сладостей ели? Нет. То есть из-за того, что вы сами сладости не доедали, теперь хотите, чтобы ваши Да. дети постоянно Да. их ели? Сядьте нормально, покушайте. Аккуратненько. Ух ты, а кто это тут у нас? Это Юля. Да? С машинкой? Пока что особо не знали, что брать. Просто оставить приятное впечатление. Так, закрываем глаза. Я сейчас буду раздавать. Вы только не смотрите, пока я потом скажу. Тебе держи в руки. Вот так вот держи.
Так, Саш, тебе. Тебе. Это будет вам чем себе занять в ближайшее время, пока мы там кое-что будем думать. Можете смотреть. Вот это такие скромные подарки от нашего канала. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Я рада. Спасибо. Потом, Саш, можешь вместе с Кириллом собирать, будете вместе играть. Кирилл рад прям вообще. Понравился конструктор? Я вообще присмотрелась. Да? Будете с Сашей играть вместе. Прибью там в гости, повешу ее туда. Это по номерам картина. Эту рисовать надо. А это алмазная мозаика. Вот мы с Машей забыли одно ну, у нас по одному еще увлечению, мы забыли сказать. Я пишу музыку, а она любит петь. Смотрите, давайте так, будет интересно. Ты придумываешь, а ты находишь минус, ну, либо вы вместе находите минус, и ты поешь ее песню. Договорились? В следующий раз приедем, покажете, что у вас получилось? Да. Да? Ну ладно. Как у вас настроение? Да я больше за них рад. Просто вот за эти подарки большое спасибо. На душе как-то легче Спокойнее. стало. Да, самое главное. Приподнятое настроение, да? Да. Мы тут с Ваней посидели, я думаю, нас тоже наши все друзья поддержат. Мы хотели у вас спросить, есть ли такая возможность дня на 3, ориентировочно на 4, ребятишек куда-нибудь пристроить, чтобы они пожили? Есть такая возможность? Да. С пятницы, допустим, до вторника, до среды, плюс-минус, можно будет, да? Чё ты меня это завораживает, интересно? Что это интересно, зачем? Мы приняли решение, нам очень хочется вас порадовать, сделать так, чтобы каждый из вас жил в комфортных условиях, развивался, чтобы у каждого там был какой-то свой уголок, чтобы у вас было место для творчества, чтобы вы сами там чувствовали себя здорово. Вот, и мы приняли решение, что в следующий раз, когда мы приедем, мы вам эту комнату преобразим. Вот, вам нужно будет на 4 дня, ну, я так понимаю, родители там скажут, вот, какое-то время здесь не быть, чтобы вы не видели, что здесь будет происходить. Когда здесь все будет готово, мы вас пригласим, и вы посмотрите, что у нас здесь получилось. Как вам такая идея наша? Мы согласились. Круто? Да. Они постоянно меня просят, давай что-нибудь новенькое. Ну давай что-нибудь вместе, ну давай что-нибудь новенькое. Да. Ну, в первую очередь, сделать ее светлой, да, уютной. И, конечно, вот с полами что-то будем 100% решать, что, ну, чтобы вы не мерзли здесь. Я вот ходил, одевал ботинки теплые, уходил. Я сидел в машине, у меня ноги не согревались. То есть ноги настолько здесь мерзнут, что, ну, это 100% на здоровье откладывается. Вот, я думаю, наши друзья к нам присоединятся, и я думаю, у нас все получится. Вам, наверное, пока незнакомые для вас люди там, с бухты-барахты на вашу голову там упали, но мы это правда сделаем. В общем, в ближайшее время вернемся к вам с новостями. Договорились? Да. Все, давайте пятюню. Мы поедем. Давай, Кирилл, 5. О, молодец, самый сильный. Со всеми попрощались, все дети счастливы, довольны. Я думаю, сейчас они еще очень долго будут что-то думать, как-то это все прокручивать у себя в голове. Безумно хочется помочь этой семье, посмотреть, как будет меняться их жизнь, посмотреть на реакцию, как это все будет происходить, смотреть, как они будут меняться, как их настрой будет меняться. Я в предвкушении, хочется поскорее начать. Очень много в чем хотелось бы помочь. Понятное дело, что мама 5 детей, прокормить, там, воспитать и создать какие-то условия 5 детям, это очень сложно. Если кто-то хочет нам помочь, мы также оставим в описании реквизиты, кто хочет присоединиться к нам, мы будем всем благодарны. И в следующем выпуске мы приедем сюда на 1 либо 2 газелях, там будет и мебель, и все стройматериалы необходимые. Конечно, займемся полом. В общем, будет много всего интересного. Друзья, если вы хотите увидеть продолжение этой истории, вы на наш канал еще не подписаны, пожалуйста, подпишитесь на него, подписывайтесь на наши социальные сети, мы вам будем очень благодарны. И увидимся с вами через неделю. Я вас всех обнимаю. Пока.